Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что, взять печеньки, готовиться к лучшему времяпрепровождению за день. А мы продолжаем с тобой Аватар, Легенда об Аанге. Неожиданно для меня на самом деле продолжаем, потому что я не думал, что мы будем записывать 2 серии подряд. Потому что у нас как бы и так хватает видео, которые нужно записать, и не подряд. А тут в итоге еще и Аватар втесался. Ну потому что грех разлучать 2 серии. Первую часть и вторую часть. Это для нас, наверное, грех не разлучать первую и вторую, а для них-то выйдет все равно с разрывом. Я к тому, что нам сюжет. мы хотя бы не забудем, что было в той серии. Ну да, тоже верно, на самом деле. Вот, продолжаем смотреть прям подряд, опять-таки. Все здорово, задорно, весело. У нас там битва, аватары кинули, возможно, подставили. Все, вторая часть битвы. Погнали. Да. Земля. Огонь. Воздух. Когда-то давно 4 народа жили в мире. Но все изменилось, когда народ огня развязал войну. Только Аватар, властелин всех 4 стихий, мог остановить захватчиков. Но когда мир нуждался в Аватаре больше всего, он исчез. Прошло 100 лет, и мы с братом нашли нового Аватара в магии воздуха по имени Аанг. И хотя его искусство покорения воздуха было велико, ему предстояло еще многому научиться. Но я верила, что Аанг спасет мир. Аватар. Легенда об Аанге. Авторы идеи Майкл Данте де Мартина и Брайан Каньецко. В предыдущих сериях. Книга 3. Огонь. Глава 11. День черного солнца. Часть 2. Затмение. Эклипса. Ну все, это мы захватили, это мы победили, это мы пробили. Мы вообще красавцы, молодцы. На, камнем вам. Бам! Ты снова на ногах! Благодаря твоей сестре. Сражаться я не готов, но, может быть, смогу помочь. Все идет по плану. Затмение пока не начинается. Будем надеяться на удачу. Катара, куда ты смотришь? Что-то не так? Да, это что, Аанг? Да, он уже победил, прикиньте, конец битвы, вот так просто, вот и все, вот и конец. А вот вы поэтому думаете, ждете, а он уже сгонял, уже победил. Кстати, смотри, я никогда вроде на затмение не попадал, прям в открытую, и у меня такой вопрос возник. Вот солнце, да, стоит, и луна его закрывает, вот тебе и затмение. А Но вот это вроде не на минуты. Или на минуты. на пару минут, да, там недолго. Типа 3 минутки, 4 минутки. Ну да. Вот. И, соответственно, а вот когда Луна подтягивается к Солнцу, все это время видно, интересно, Луну, которая к Солнцу такая затягивается, или она становится видна только в моменте закрытия Солнца? Потому что вот ты же смотришь обычно днем на небо, и Луну видно, она, видна. А вот когда она в моменте именно вот еще не закрыла Солнце, а еще в процессе и своего путешествия вот на это препятствие, на закрытие Солнца, ее видно, интересно? Не буду врать, не знаю. Ну, интересный вопрос. Интересный вопрос. Давай, Аанг, ты что там, победил? Скажи мне, что лорд огня оказался слабаком, и даже затмение было не нужно, чтобы его сразить. Его нет дома. Никого там нет. Весь центр столицы опустевший. Они знали. Все кончено. Лорд огня, Знали, наверное, конечно. уже далеко. Где-нибудь на островах, где безопасно во время затмения. Нет. Я знаю, что далеко он не ушел. Есть какой-то секретный бункер, там, где безопасно. Гений, да? Да, когда смотрел. Кто смотрел? Ты Я не смотрел? помню, я этого не помню, я сейчас просто логически рассуждаю. Ладно, поверь. Ладно, да? поверь. Короче, план-то вообще гениальный. Там целая столица этого лорда огня, страны огня пустует, никого нет, нам показали, Аанг полетал. Единственное войско, судя по всему, здесь их разгромим, пойдем на столицу, захватим всю столицу, и все, вся страна огня в наших руках, а? Ну это прям камбэк реальный. Че, пусть сидит, пердит пока в своей этой вот Выйдет когда-нибудь. в бункере, и чё, и плевать на него, у нас уже, пока он там выйдет, у нас уже и столица будет, и все будут подчинены, и все наши будут города.
А? Нормально? Ну реально, а что тянуть-то? Пока они затаились, надо найти бункер и ждать, когда они выйдут. Пока найти надо бункер и замуровать его, чтобы точно никто не вышел оттуда. И все, они там умрут, короче, от голода, от холода, от всего подряд. Смотря как выглядит бункер. Ну, бункер не может выглядеть супер... Ну, это король огня. Даже если он выглядит таким, в котором можно жить 1000 лет, пусть живет, пусть он правит в своем бункере со своими там людьми. У нас будет целый мир без царя огня, у нас будет свободно освобожденная территория, все будет хорошо. Короче, ребят, не нужно побеждать именно царя огня, чтобы закончить войну. Нужно просто отвоевать все территории, сказать, чтобы все люди страны огня были на нашей стороне, и все. И война закончена, и как бы, мне кажется, это нормальный план. Но недалеко, чтобы он мог руководить армией. Если секретный бункер находится под землей, то я его обязательно найду. Механик дал мне этот солнцемер. Похоже, что до затмения у нас осталось 10 минут. Всего Солнцемер. 10 минут на поиски. У нас все получится. Мы еще сможем победить. Стойте. Если они знали о вторжении, то, может, это ловушка. Тогда лучше потратить время, чтобы выбраться отсюда целыми. Все, Надо кто захватить сегодня пришел страну. сюда, готовы рисковать всем для вторжения. Они знают ради чего. Если есть надежда, есть шанс, то я уверен, что они его не упустят. Что скажешь? Ты будешь биться с лордом огня. Что бы ты ни решил, я с тобой. Я должен попытаться. Ля какая, да, картинка? Мурашки Ты есть у чувствуешь тебя там? что-нибудь здесь? Да. Здесь проходит много тоннелей. Они пересекают почти весь вулкан. Что-нибудь еще? Есть какие-нибудь постройки? Там что-то большое, плотное, сделанное из металла очень глубоко под вулканом. По-моему, это как раз секретный бункер. Сейчас достанет, да, его? Нет? Останься здесь, мы скоро вернемся. Нам сюда! Тот путь ведет в тупик. Что бы мы без тебя делали? Купались бы в раскаленной лаве. Да, это уж точно. Туннель заканчивается с другой стороны, и он ведет прямо к бункеру. Нам нужно быть быстрыми и осторожными. Это было осторожно. Точнее, нам нужно быть быстрыми, осторожными и удачливыми. Так надо просто бежать мимо дыр. Чего вы через дыры-то бежите? Это же легко и просто. Там нет земли. Ой, Только слепый. раскаленная лава. Много прыгал так. Через... Залезайте и держитесь Так, крепко. кстати, все прыгали вот это в детстве. Пол это лава. Нельзя под это прям вот где брызгать. Надо обходить через А диванчик, если через там кресло. как гейзер, это Ну вот я и говорю. в любом месте может подорваться. Нет, здесь это не в любом, здесь только там, где уже... То есть гейзер как выскакивает в любом месте? Вот смотри, у тебя плотная, например... Земля. Да, надо куда-то выйти. Соответственно, она не может никуда выйти, и происходит вот этот толчок. А здесь-то есть куда выходить, отверстий много, соответственно, она не сделает новую. Все крайне просто. А гейзер так... Кстати, они сейчас должны поджариться, по идее. Потому что температура лавы крайне Ой, не высокая. умничай, давай, душнила. Это же дверь! Ладно, подушу немного. Чё. Не проблема. Я так рад, что мы взяли тебя с собой. Да-да, только за этим ты нужна была. А это кто идет? Это у нас только войско идет. 1 миллион почти. Так мы реально сейчас захватим всю столицу. О, пока. Всем двигаться во вторую защитную позицию! Отступать! Затмение через несколько минут. Нам нужно успеть добраться до холма, когда оно начнется, и захватить весь дворец, когда оно закончится. Давай подождем здесь, если хочешь. Никого, короче, не хочу обидеть. Но знаешь, кого бы мне хотелось видеть на этой войне? Знаешь кого? Бабку Как бабку. из Которая- кукловода.
Ой, ну это прям твой любимый персонаж. Да, блин, ну круто, она бы тут такие дела творила невероятно, она бы отомстила, во-первых, а во-вторых, Катара тоже так умеет. Катара умеет, но она не использует. А у бабки, ну две-то лучше, чем одну таких маг. Она бы отомстила всем, кто ее гнобил. Потом бы она еще и по пользу принесла. Короче, бабку здесь надо было тоже вписать. Без бабки, конечно, не то. Нет. Я хочу идти вместе с остальными. Комната лорда огня вон там. Вниз по коридору, налево и наверх. Спасибо. А тебе жить-то осталось немного, знаешь, если лорд огня узнает. 5 минут осталось жить. Только 30 секунд до полного затмения. А там опять пусто. Я готов. Я готов сразиться с лордом огня. А там Азула, судя Так по ногам. значит, ты все-таки живой. Я подозревала, что ты не умер. Но это и не важно. Я знала о вторжении за месяцы. Кто бы сомневался в тебе? Что ты за месяц? Я сражусь с тобой. О, а он с отцом будет драться. Принц Зука. Что? Чего? Как ты думаешь, как он к этому пришел? Он такой: о, великий отец, я хочу поклоняться тебе, я хочу быть признанным тебе, возьми меня под свое крылышко, а отец. В итоге все произошло, и он такой: да, отец, ты, конечно, того не стоишь, пойду-ка я свергну тебя. Может, за маму? Но... Не знаю, нет. Не знаю. Нет, ну подожди, у Зука много есть причин свергнуть отца. Ну да. Во-первых, как минимум потому, что отец мудак. По факту. Он оставил ему шрам, он его унизил тогда на этом сборе, как его, генералов. Он постоянно его щемил, сделал изгоем, манипулировал им, мучил маму, наверное, убил, не знаю. То есть причин достаточно. И плюс ко всему к этому Зука, возможно, даже недоволен его правлением и продолжением этой войны. Поэтому он, может, хочет: сейчас я его свергну и войну остановлю. Может, он понял, что... Он, помнишь, вот самое первое его выступление с генералами, когда вот перед еще его ожогом на лице, ему сказали: вот война, мы отправим туда типа новобранцев, их убьют. И он такой: нет, каждая жизнь важна. То есть он это больше понимает, чем типа они. Он понимает, что каждая жизнь важна, что война это плохо, что много потерь от этого будет. Возможно, ему это тоже не устраивает. Ну, не знаю. Интересно. Ну-ка. Что это ты здесь делаешь? Чай пришел пить. А почему огня рядом нету с этим, с лордом? Как всегда. Затмение начинается. Надеть специальные очки. Это 3D-шное в кино, когда ходишь, один красный, другой синий, они такие, в них лучше видно. Какой мир объемный, да? В 2D мультике-то да. Зачем ты пришел? Я пришел, чтобы сказать правду. Говорить правду в самый разгар затмения? Ха, это что-то интересное. Какой красивый. Да, видишь, и он знал, и Зука знал, судя по всему, про затмение. Прежде всего, в Басингси Азула победила Аватара. А не Басингси. я. Но зачем же ей врать мне об этом? Потому что Аватар не умер. Он выжил. Что? Думаю, он руководит этим вторжением. И, наверное, он уже недалеко. Убирайся! Убирайся отсюда, иначе тебе не поздоровится! Меня не устраивает его озвучка. Не такая токсичная, не такая агрессивная. Да, недостаточно грубая, как будто. Есть еще кое-что. Я больше не Это подчиняюсь мы про Аза, если что. Да, твоим приказам. Нет, ты подчинишься мне, или эти слова станут твоими последними! Повторяю. Я собираюсь все тебе рассказать, и ты меня выслушаешь. Отрежь ему бородку. Бородку отрежь. Говори, где он? Где лорд огня? То есть меня тебе недостаточно. Я же сейчас расплачусь.
Хватит тратить наше время и отвечай на вопросы. Сейчас ты обессилена, и тебе не стоит возражать. И говори правду. Я знаю, когда люди лгут. Ты уверена? Я хорошая врунья. Мой рост 400 метров. Я фиолетовый единорог, и у меня розовые крылья. Она говорит правду. Ладно, ты хороша. Но все равно тебе лучше говорить только правду. Это что такое? Когда я уехала из Бассингси, я прихватила пару сувениров. Тайли агентов. Ну и плевать на них, это бомжи, сейчас мы их раскидаем направо и налево. Что они умеют? Ой, сейчас если, вот реально, если они сейчас втроем, Аватар, Зука и... Что Аватар, Сока и Тов? И Тов, забыл имя. А что ты сказал, Зука? Сока, Аватар, Сока и Тов. Если они сейчас втроем не раскидают двух бомжей из Бассингсе и одну бессильную, как ее, Азулу, я вообще буду крайне недоволен этим А как сценарием. они Азая хотели? Вот именно, реально, как они собрались короля огня. Стол двигаю в прямом Правильно, эфире. Да, Вот, короче, как они собрались короля огня гасить, если они не могут двух... Они, подожди, они И еще еще. ничего не сделали. Может, они сделают. Ну, может, ну, не знаю, Уже слабо сразу уже. так, ой, фу, сразу. Ну, видно просто по сценарию, Ты- скорее а потом всего. будет говорить, я верил в Аватар. Нет, я не верил. Сразу скажу, я не верю. Да, Ну ладно, что бывает. правильно, правильно. Давай смотрим. Взял, остановил за... Окружить по сторонам! Нам Место нужно пробел захватить надо. дворец к моменту окончания затмения. А иначе нам придется сражаться за жизни. Да, давай. Стойте! Сдавайтесь мирно, и мы не причиним вам вреда. Мы никогда не сдадимся! Ага. Да, это все, на что ты способен. мы сдаемся. Ты такой взрослый, Вот его. конечно. если- и вообще. Королевский дух. А чё Все не тут дразнится, передразнивают персонажей в Так, мультике. и мне они не нравятся, понимаешь? Они мне не Да, и нравятся. Аватар тебе тоже не нравится. Аватар мне нравится, но мне Но я в почему... него не верю. Я в него верю, я верю и в Аватара, и верю во всех, ну просто, ну, понимаешь, не зря бомжей этих показали. Если бомжей показывают, значит Аватар проигрывает, скорее всего. И как минимум, она просто растянет время всего полнолуния 8 минут какой-нибудь болтовней и дракой с бомжами. И в итоге у нее сила вернется, и она даст им 7 пиндюлей. Дворец племени огня. Он будет наш. Это еще не конец. Такие очки блатные, конечно. Всю жизнь я мечтал о том, чтобы ты любил меня, признавал меня. Я думал, что я восстановил свою честь, но все, что я хотел, это только ублажать тебя. Ты мой отец, который наказал меня только за то, что я появился. Мой отец, который бросил вызов 13-летнему мальчику в Агни Кай. Чем ты можешь оправдать дуэль с ребенком? Я должен был проучить тебя. Это было жестоко и неправильно. И ты ничего не понял. Нет, я все усвоил. Но я понял это самостоятельно. В детстве нас учили, что нация огня – это самая великая цивилизация в истории. И только посредством войны мы могли разделять наше величие с остальным миром. Какое восхитительное вранье! Все народы мира были в ужасе от племени огня. Они не видели величия, только ненависть. И мы заслужили это. Мы создали эру мирового страха. И если мы не Справедливо. хотим, чтобы мир уничтожил сам себя, нам нужно перейти к эре мира и добра. Видишь, я же сказал, что его все задело, и его поведение отца, и его политика, и вот эта вся война, то есть он прозрел, то есть по идее я бы, наверное, хотел видеть от Зука прозрение еще в моменте, когда он перерождался в Бассингсе, когда ему снился красный и синий дракон. Наверное, в тот момент, когда он вроде бы много чего для себя понял, хотелось бы, наверное, там уже видеть его перерождение, какое-то переосознание, нежели потом он туда, потом сюда с Азулой, потом здесь. Ну, конечно, лучше поздно, чем никогда, но все равно как будто бы в тот момент, наверное, выглядело бы это получше, на мой взгляд. Твой дядя заходил к тебе, не правда ли? Да.
заходил. Куда заходил? А, типа слова дяди, я понял. Я реально не понял, ну дядя в тюрьме, куда зайти он мог? А может быть, он освободился и еще Напоминаю, 8 минут деремся с бомжами и Азулой без сил. нормально? Деремся. Пока нет. Азулу уже не убили. Да ее не могут слабой показать, понимаешь? Она сильный персонаж априори. Но я считаю так, если ты не можешь победить Азулу, то и к Лорду Огня ты не имеешь права подходить. Чё ты не имеешь права? Ну, потому Кто что... это сказал? Ты сказал, Я что сказал. права нет. Да, ну как бы, знаешь, А ты Азула, просто Азула как мини-босс, а Лорд Огня это мега-босс. Поэтому если ты хочешь как бы драться с мега-боссом, то ты должен сначала мини-босса победить. А если ты даже мини-босса не можешь победить, ну шансов с биг-боссом у тебя тоже нет. Она, видишь, время тянет, она просто убегает, чисто по приколу. Она понимает, что и она ловкая, ее не поймают, ей помогают. Отца не сдаст, отца они не найдут. И все, и по приколу просто. 8 минут не. Опа! Ладно, на лицо не сел. Все через звука Я не могу перепрыгнули. ее догнать. Ой, соку. Она слишком быстрая. Тоф тоже в этом моменте, я считаю, не дорабатывает. То есть она может делать вот эти вот всякие, как они, препятствия, чтобы споткнулась Азула, как-то ее ловить, схватывать. Вот она двух обездвижила, все, они же бесполезны, все. Ты чувствуешь ногами, где Азула находится там через 10 метров. Ну возьми ты эти ее в каменные тиски, чтобы она не убегала. Нет, вот они все бегут, силы мы здесь не используем. Здесь пока что самое полезное это Сокка, потому что он примерно на уровне том же, что и все. Стойте! Антон! Перестаньте! Неужели вы не видите, что она делает? Она просто играет с нами. Она даже не пытается победить нас. Неправда. Я очень стараюсь. Ты задерживаешь нас здесь, чтобы растянуть время. Конечно. Верно. Думаю, твой друг уже сказал это, умница. И так как ты слепая, скажу тебе, я закатила глаза. Я сейчас тебе голову закачу. Она просто задирает тебя. Ладно, так что же нам делать? Игнорировать ее? У нас нет выбора. Нам нужно постараться как можно скорее найти комнату Лорда Огня. Вот, стоит она далеко. Те каменные бомжи тоже как бы там в тисках. Ну, Тоф, ну возьми ты ее в каменные тиски с двух сторон и все. Ну даже она не сопротивляется же здесь. И ловишь, ты идешь со своим мечом, обезглавливаете ее, пытаете, и все нормально. Узнали, где царь огня, -1 сложный враг. В чем проблема? Ну, я считаю, здесь вообще никаких проблем нету. Нет, они нам это вот... Мне прям эта сцена сейчас реально раздражает. Нам это рисуют так, как будто она сверхсильная даже без сил. Ну, это тупизм максимальный. Это ловушка. И не Да? говорите, что я вас не предупредила. Игнорировать. Так это ты, Сока, правда? Моя любимая пленница часто упоминала твое имя. Она думала, что ты придешь и спасешь ее. Конечно, ты так и не пришел, и она забыла о тебе. Ну, иди сюда. Вот, можешь же, ну все. Где моя Зуки? Когда я уйду от тебя, я освобожу дядю Айра из тюрьмы и буду умолять его... Что ты хочешь Я сказать? хочу сказать, где моя Зуки? Как будто он Зук. Где мой Зук? Лорд Огня я тоже, мне кажется, прекрасно сейчас сидит, понимает. Вот они две паскуды, что он, что Азула, на пару просто вдвоем. Он сидит такой, так, у Зука есть мечи, у меня ничего нету, он в выигрышном положении. Сейчас 8 минут его болтовню тупую послушаю мимо ушей, он мне навешает, я дебилом притворюсь 8 минут, силы ко мне вернутся, я ему сейчас накостыляю, еще второй ожог поставлю. Хватит. Ну и что я могу Он сделать? может охрану
свою позвать, господи. Нет. Ты чё, угораешь? Ты Не, думаешь, он мне, не защитится? мне кажется, нет. Мне кажется, он сейчас специально это все выслушивает. Ну, Ему в любой он, момент может аватар ворваться. он слишком себя любит, слишком он уважает себя, чтобы сейчас слушать просто так по приколу слова его. Нам слишком его высокомерным показ, не верю. Простить меня. Он тот, кто был мне настоящим отцом. Ха-ха-ха, как трогательно. Он-то точно сможет рассказать тебе про все неудачи. Но еще у меня есть и более важное решение. Я присоединюсь к Аватару и помогу ему победить тебя. Правда? Раз уж ты оказался абсолютным предателем и хочешь убить меня, чего ждать? Я бессилен, а у тебя есть мечи. Почему бы тебе не сделать это? Потому что я знаю свою судьбу. А убить тебя — это не моя судьба, а Аватара. Прощай. Ну можно же сделать все Тебе, проще. конечно, хватило храбрости сказать мне это во время затмения. Если ты на самом деле храбрый, ты подождешь, пока солнце выйдет. Кстати, а ты не хочешь узнать, что случилось с твоей мамой? Я хочу узнать, ну-ка расскажи. Сейчас затмение, сейчас 8 минут протянется, чтобы затмение ушло, он все покажет. Сначала расскажет, потом покажет. Ты мне расскажи, Что а потом случилось той ночью? уходи. Мой отец, лорд огня Асулон, приказал мне сделать немыслимое. С тобой, с моим сыном. И я собирался это сделать. Твоя мать узнала и поклялась, что защитит тебя любой ценой. Она знала, что мне нужен трон, и она предложила план. План, по которому я смог бы стать лордом огня. И при этом сохранить тебе жизнь. Где суки? Отвечай мне! Сока, она не скажет. Потому что вас в школе должны обучать уроку пыток, понимаете, жестким, чтобы любой враг раскалывался. Но это война, это суровая война, суровая реальность. Чё болтаешь-то такое? Не слушайте его, он бредит. С температурой сижу. Где ты прячешь ее? Твоя мать совершила ужаснейшую ошибку той ночью. Но она прекрасно понимала, на что она идет. За предательство она была изгнана. Так она жива. Возможно. Теперь я понимаю, что наказание за предательство уж получше, чем изгнание. Твое наказание будет гораздо хуже. Кто был прав опять? Ну Красиво кто? Я было. был прав. Он не дал Зуку уйти, он его заболтал видел, как он- опять. Да, красиво. Очень эффектно. Ну не зря он царь огня как бы. И опять-таки я говорю, не можете победить даже Азулу на царя огня, даже вот не нужно смотреть. Все, вы ослепнете от его всемогущественности. О, это, кстати, он первый раз... У него получилось, прикинь! Он даже ни разу не пробовал, у него получилось с первого раза. Нифига круто. В смысле, ни разу не пробовал, его же учили. Ну, Его учили, у него не получалось, а сейчас получилось. его Айра учил, но он его учил именно дыханию, типа вот этому всему, как перенаправлять. Но в Зука ни разу молнию он не пускал же. Он говорит, давай пускай, типа сейчас попробуем. И Айра говорил, нет, ты что, это так опасно, это воспользуйся этим только в самом крайнем случае, типа если это пригодится. И вот этот случай настал. Первый раз в него молния пролетает. Сейчас. Блин, пушка можно на эту? Сейчас, я быстро. Как там, Ctrl? Да. Быстро давай. Ты пока болтай. Красиво было. Вот, ну, короче, прикольно показали, но жалко, конечно, его только волосы потрепало, он какой-то жесткий дэмэдж не получил. Хотя прямое попадание молнии, мне кажется, даже для мага огня мощного, все равно это, серьезный урон должен быть. А он мимо попал, Кажется, моя магия вернулась. Да, вот вы ее не добили, когда было время, вот вам. Мышку бери. Да ё-моё. Папе Вот идти видишь? прямо, потом Да по я понял лестнице сейчас. вниз и направо. Уверена, он будет рад вас увидеть. Я повелся на это. Я потратил все наше время. Ты не виноват, Сока. Азула знала, что мы придем. Она продумала каждое свое слово. А теперь уже поздно. Может, еще не поздно. Затмение окончено. Но я все равно сражусь с лордом огня. Нет, думаю, что это плохая идея. Но я готов.
Я пришел сюда под... Вместе с Зукой иди дерись. Зука там дерется с отцом, и ты, и вы вдвоем на одного. Нормальный план. Я прям вообще буду болеть за вас. Давайте. Готовлены мы все на меня рассчитывают. Лорд Огня знал, что мы придем сегодня. Мы рассчитывали на неожиданность, но не вышло. Просто нам не повезло. А теперь мы должны помочь нашим друзьям. Думаю, что вы правы. У тебя еще будет шанс. Я знаю, что будет. Что нам теперь делать, Хакода? Разве не должно уже было что-то случиться? Я не знаю. Чудо. Но раз затмение закончено, то, полагаю, магия огня теперь не заставит себя ждать. Ой, сразу все проснулись. Добрый вечер, я диспетчер. Мое изобретение. Это невыносимо. О, мега-дирижабль там в порезать. Они здесь. Что бы делали на их месте? Я бы уходил. Я бы уходил. Это была ловушка. Азула знала про вторжение, и она все запланировала. Мы должны как можно быстрее добраться до берега. Если мы успеем, то, может быть, нам еще удастся уйти. У них есть магия воздуха, но и у меня тоже. Я сделаю все, что смогу, чтобы задержать их. Так, надо насквозь таранить все корабли, чтобы они Мы падали. с тобой тоже можем помочь. Все за мной. Мы возвращаемся к подлодкам. Вот, все, дырка. Сразу -1. Ну и все, проблем-то. Ну вот -2 вообще проблем 0. Не чувствуем эти корабли. Мы не сможем их всех задержать, их стало слишком много. Давай наших догоним. А ты что, уже убежал? А что, как он убежал? Нам, кстати, этот момент не показали, да, с его убеганием. Он просто шмальнул молнию в отца, и потом все, он уже здесь Ну, там, бежит. типа, отец, наверное, закрылся, и он убежал. Где мой дядя? Он сбежал. Он сам освободил себя. Я никогда подобного не видел. Он, короче, раскачался. Таким, короче, крупным стал. Крупным, Да. качком, И вот так бодибилдер. все разорвал. Ну, наверное, уж не прям так все разорвал, мне кажется. Как потому что... Кинг-Конг. Нет, мне кажется, это немного по-другому было. Ну, как-нибудь там, ну, кулаком, там, не знаю. Ну, не разрывал точно, это слишком, ну, прутья разгибать. Типа, выбить Ты видел, дверь... там все вот такая. Ну да, ну выбить дверь с петель еще куда ни шло, а разорвать каким-то... Он, скорее всего, еще воспользовался, наверное, тоже этим затмением, чтобы ему не могли остановить магию огня, чтобы он просто на своей бицухе вывез, как бы не зря же он качался. А эти-то все дрищи, понятно, на магию Да, надеются. по-любому он качок там такой. был как человек-армия. 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 Надо найти укрытие. Думаю, они будут использовать бомбы. Жесть. А они свою землю не так? Зато врагов победят. Почему они не развернутся для повторного нападения? Они идут к берегу. Они хотят уничтожить подлодки. И как же нам теперь спастись? Никак. Тогда наш единственный путь — это сражение. Ну, У нас это они есть аватар. Это они, кстати, хорошо придумали с этими. Ну, типа, решили не бить здесь всех, а бить сразу подлодки, чтобы они никуда не Да. Это нормальный план. Со стороны огня очень И мы умный. их победим. Да, с аватаром мы сможем победить, но в другой раз. Вам нужно бежать. Вы уедете с Аппой все вместе. Что? Мы не можем тебя оставить. Мы никого не можем оставить.
Ваш последний шанс – это бегство. Вы с Сокой отвезете Анга в безопасное место. Это единственный способ сохранить ему жизнь. Самый младший из нас пойдет с вами. Взрослые останутся здесь и будут сражаться. Мы станем пленниками, но мы все переживем эту битву. У меня есть опыт быть пленником у народа огня. Это будет нелегко, но мы справимся. Суровый Они выбор. добрались до берега. Ну все, что, ребят, закругляемся, лавочка прикрыта. Пока, сын. Пока, пап. Я очень горжусь тобой. Я буду скучать, Пипсквик. Береги себя, Дьюк. Я вернусь за тобой, папа, если мы сами до этого не сбежим. Мы проиграли, но мы были очень близки к победе. Мы почувствовали ее. И это что-то да значит. Я буду скучать. Пока, пап. Теперь нам уж точно осталось недолго. Я обещаю. Спасибо вам за вашу храбрость и преданность. Я еще отблагодарю вас. Следуем за ними, принцесса. Нет, они слишком быстрые. Но это не важно. Они вернутся. Я знаю место, где мы будем в безопасности какое-то время. Западное племя воздуха. Одинокий капитан. А, полетел, у него своя движуха. Вот так. Знаешь, что можно сказать? Ну-ка давай мне все разложи. Это важные 2 серии были, особенно... Можно сказать, что я гений. Почему? Я гений. Знаешь почему? Ну-ка. Я уже давно сказала. Давно говорила о том, что Зука еще будет с Аватаром. Знаешь, когда я это говорила? Почти в первых сериях первого В сезона. подкасте. Да. После первого сезона, по-моему. Да, но мне кажется, ты это еще в первом сезоне говорила. Я сказала, что он будет бегать от одного к другому, от отца к Аватару. Бегунок. Вот. Короче, очень интересно, как Аватар его встретит на самом деле. Ага. И что он ему скажет. И что Но, они друг другу скажут. но насколько он просто независимо, прикинь, он только что взял, угнал корабль своего племени и погнал. Он вот это тебе помчал. Будет интересно он выпендриваться еще. Как? Говорит, я В царь, финале второго сезона. я принц. А что там было в финале? Ну, он предал. А, Тайра. да-да-да, точнее. Да-да-да, точнее. Я думаю, как он выпендривался, понял. Что еще скажешь? Да, хорошая серия, очень жалко, что у них не получилось на самом деле, но показали нам один удар Азаи, и как бы, ну да, пока как будто сил маловато, честно, для победы. Угу. Вот. Но я думаю, что... Я, конечно, не знаю, что будет в финале. Мне там пишут в комментариях, что там что-то невообразимое, просто нереально что-то будет. Ну, не знаю, мне кажется, Аватар, там, в состоянии Аватара опять спадет, там еще что-нибудь такое будет, там, какую-то мощь, там, может, видение какое-нибудь придет, еще что-то. Короче, интересно, что будет дальше. Угу. Вот. Серия отличная, эти 2 серии вообще... Но вторая получше. Почему? Ну, первые они Да так... нет, первая тоже хорошо. Первая была. хороша, они такие подплывали там потихоньку, а здесь прям замуть еще показали, и там битвы, и тут битвы, Ну и да, столько и то, что он истины. отцу все сказал. Да.
С мамой не до конца понятно, конечно, типа выжива, не Да жива, он такой. может еще этот наврал. Наврал, может быть, конечно, да, ну типа тоже она там, он же... Интересно, какой план она придумала, если это правда, чтобы Ну, спасти. как писали вроде бы там в комментах, Что это теория. она убила? Убила деда, в Деда. итоге ее за это изгнали, типа, ну и этого сделали Ну, там. мне кажется, если бы она убила деда, А Зай бы ее бы, не сделали её бы это. убили. Ну, не знаю, там. Но все-таки нифига себе, ты Ну да, убиваешь царя. царя огня, и потом еще тебе. Ну, может, она сама сбежала. Иди. Может, сама сбежала, убила Может, и сама сбежала. сбежала. Вот если сама сбежала, это более правдоподобно. Да. Короче, я тоже выскажусь. Я хочу, нет, не хочу. Я жду много хейта от вас касательно всего, что я сейчас скажу далее. Поэтому внимательно все открыли свои ушки. Хейт будет еще и при просмотре. Ушки все свои на макушке навострили и меня слушают все. Соответственно, короче, я считаю, это была пососная битва со стороны Аватара. Это была максимально пососная битва. Мы сейчас что сделали с вами? Мы добились... Из-за Азулы, да? Мы сейчас чего добились? Мы добились с вами примерно ничего и даже больше, потому что мы потеряли сейчас полно воинов наших храбрых, что? Извини, что перебиваю, но я не согласна с тобой. Ну ты потом выскажешь, как я выскажу. Нет, подожди, я не согласна с тем, что мы ничего не Ну получили что мы от этой получили? битвы. Что мы получили? Мы получили. Мы прорвались ко дворцу. Когда, ну и что? Прорвались. В смысле, Битва? что Ну, смотри. они боялись, что они не смогут преодолеть все эти препятствия, потому что дорога была длинной, а они смогли, Они они смогли, добрались до да. дворца, но они не знали, что царь огня такой хитроумный, Ты хотел сказать хитрожопый? и это в том числе. И он все знал и просчитал. Ну, как бы это была осечка, я считаю, потому что Нет, сколько ну- он живет на этой земле, наверняка он знает все вот эти вот тонкости своей жизни. Своей магии, да. Ну да, соглашусь. На самом деле здесь не предугадаешь. Здесь как бы, как сказать, не предугадаешь, и всякое могло случиться, да. Но в оконцове-то мы же ничего так и не... Да, мы пробились, ну как бы это начало битвы, классно. Начало битвы пошло хорошо, но конец битвы-то мы в итоге проиграли. У нас в итоге все наше войско пропало на территории огня. Их сейчас всех поймают, может быть, поубивают, может быть, кого-то пленят. Осталась команда Аватара из там Соки, Катары, Аватара. И... Все молодые спаслись. И, да, пару детишек. Вот это у нас армия, там, 10 человек в разряде. А потеряли мы сейчас, 50 боевых единиц, скорее всего. Плюс техника, плюс все вот эти умные, опытные деды. Короче, потери, на мой взгляд, очень большие. Битва, честно, проиграна в хламину. Хотя бы, вот я серьезно говорю, хотя бы нужно было ловить Азулу и хотя бы ее убивать. У нас хотя бы было бы какой-то выигрыш. Мы вот реально, ты знаешь, когда ты идешь в казино... Вот здесь я согласна, что типа у них такой шанс был. Но они просто не убивают, понимаешь? Они не В мультиках убивают. не убивают. Ну, как В фильмах сказать? можно Вот здесь я было. тоже бы поспорил, на самом деле, того, что здесь они не убивают. Нам сейчас такие жесткие тут и сцены все показывали, что тут явно кто-то помер. После взрывов этих ваших сверху, после всего вот того, что здесь происходит. Танки кто-то здесь явно помер. И если даже не специально, танком кого-то задавило Там гусеница вот так на танк, если что, напоминаю, приземлилась. В танке люди. И нету людей. И как будто бы нету смертей, но смерти Нет, есть. В смысле, одно дело это когда не показывают. Косвенно, а другое дело, когда напрямую. Да. Да, соглашусь, мультики такое не покажут, но по справедливости ради, мне кажется, что по-правильному было бы, конечно, от Азулы избавиться, потому что она та еще заноза в заднице, а избавиться от одной очень опасной единицы в вражеской все-таки коалиции, это было важно, по крайней мере, в этой битве. Вот. Поэтому я не очень доволен, как это все... Это правильно с точки зрения мультика и детского преподношения, но неправильно с точки зрения все-таки рациональной истории и преподношения этой истории нам. Вот так. Еще хотел сказать, что я почему-то думал, что Зука вот так вот тогда пойдет, я пойду помогать Аватару свергнуть тебя. Я на самом деле думал, что это где-то в начале 3-го сезона, и, возможно, где-то там вот. А это капец, это 10-я серия уже, ой, какая 11-я, это же почти как уже середина сезона, он только что образумился. Прикиньте, как оказывается это поздно. В моей памяти это было так рано.
Вот как-то так, все. Все. Спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серии, как тебе реакция. Залетай в Телеграм, у нас там общение, анонсы. Подписывайся на Бусти, ранний доступ, эксклюзивы. И увидим с тобой в следующих сериях. Всем пока. Пока.